Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Это значит, что сегодня мы с вами рассматриваем очередную карту в колоде «Триумф Луны» знаменитого художника Патрика Валенса. И этой очередной картой является Королева мечей. Итак, что мы видим с вами на карте и основная суть карты? Уставшая королева мечей возвращается домой после жестокой битвы и несет один окровавленный меч на плече, а другой волочет по грязи. Несмотря на измученность и уныние, она не потерпела поражения в своей борьбе, а просто сделала то, что необходимо было сделать, чтобы сохранить свою честь и достоинство. Если карта выпала вам в прямом положении, ситуация, в которой вы находитесь, предполагает от вас решительных действий. Карта может говорить о ваших страхах, которым вы смогли посмотреть прямо в лицо и справиться с ними, хотя вам это было тяжело и непросто. Карта также может говорить о том, что для разрешения своих вопросов, ситуаций, вам нужно будет пожертвовать чем-то или кем-то, возможно, перешагнуть через чью-то голову или поступить нечестно, но в угоду себе, пройти по головам. Карта может говорить о том, что на вас поставили защиту, и никакой враг вам сейчас не страшен. Иногда говорит о сильной матери, отстаивающей интересы своих детей, о высоких моральных ценностях. Если карта выпала вам в перевернутом положении, говорит о эмоциональной турбулентности, нестабильности психики, о биполярном расстройстве личности, о мстительном и трусливом человеке. Если карта выпала вам на характеристику личности, это человек, принимающий взвешенные решения, очень терпеливый, но дойдя до пика, если его довели, этим людям может не поздоровиться, так как кара от этого человека будет страшна. Он не прощает предательств никогда и всегда готов отсечь тех, кто когда-то его подставил из своей жизни. Сильный, волевой, со стержнем, много повидавший, прочувствовавший на своем собственном опыте. Хорошо видит людей и не потерпит рядом с собой нечестных людей, подхалимов и тех, кто считает себя выше других. Он всегда четко скажет в лицо каждому, что он о нем думает. Излишне прямолинеен и прагматичен, трудоголик на работе, в карьере. Всегда будет работать до последнего, что часто вредит этому человеку. Если карта выпала на работу или профессию, это карта домохозяек либо офисных служащих, которые благодаря своей трудоспособности доходят до вершины карьерной лестницы, где чаще остаются, не зная, куда податься дальше. Как правило, свое дело они не открывают и являются офисными планктонами, до пенсии, до которой по работе им уже порядком все надоедает. Если карта выпала на отношения, болезненный разрыв, после которого, хотя остается рваная рана, однако становится легче дышать. Кто-то должен был положить этому конец. Если по этой карте клиент находится в отношениях или браке, это часто указывает на рукоприкладство, на абьюз одной стороны на другую, где жертва просто не в силах вырваться из отношений. Если карта выпала вам на будущее, вам придется отстаивать свои интересы, причем довольно жестко. Возможно, бороться за свою правду в зале суда или написать заявление в полицию. Не бойтесь, вы в любом случае выйдете победителем из этой ситуации. Хотя вполне возможно, что это не принесет вам должной радости.